Это обычная картина тех времен, показывающая бомбардировку Одессы 22 апреля 1854 года. Аналогичных картин с бомбардировками других городов Российской империи в свободном доступе имеется великое множество, причем даже с бомбардировками тороидальными вихрями. Но речь сейчас не о них. Рассмотрим увеличенный фрагмент этой картины. Как вы думаете, зачем кораблям на паровой тяге, да еще и с несколькими котлами, судя по количеству труб, мачты с парусами? Очень странно. И сбоку на кораблях присутствуют не менее странные детали корпуса с куполами наверху. Для чего они нужны? Ну точно не под склад угля. При путешествии от Англии до Крыма, например, угля потребовалось бы много больше, чем объем этих складов. И, скорее всего, эта картина является плодом творения начала XX века или плодом перерисовки того же периода с оригинала, который мы уже не увидим, с удалением или перерисовкой ненужных деталей. Действительно, как с небольших канонерских лодок летели в сторону города на приличное расстояние такие заряды, которые вызывали очень большой взрыв. Но все-таки зафиксируйте сам факт нахождения мачт на кораблях с паровой тягой. Мы к этому еще вернемся. Таким официально выглядел Севастополь 12 сентября 1855 года глазами Джеймса Робертсона, придворного фотографа Ее Величества. Действительно, какой-либо стратегической ценностью этот город уже не обладал. Практически не осталось камня на камне, и для жилья он был уже непригоден. Но, наверное, надо начать с того, каким оружием этот город превратили в подобные руины. По официальной версии, его подвергали бомбардировке с суши и моря, используя одновременно до 800 орудий. Орудий того времени, стреляющих ядрами, надо думать. Вот так это примерно выглядело, и есть еще великое множество подобных лубочных картинок различного происхождения. Есть одна маленькая деталь: сам город изображен совершенно не так, как его запечатлел Д. Робертсон. Улицы, здания и форты почти целые, и это видно на рисунке. Малахов курган в дыму, но это ни о чем не говорит. Война ведь, кругом дым от сражения. Не исключено, что подобные картинки делали с фотографий, брали основу и дорисовывали сюжет. Интересно, если рисунок делали с фотографии, то где стоял фотограф? Это был северный берег бухты. На него, по преданию, эвакуировались последние оборонявшие город войска, оставшиеся в живых. Получается, основное нападение шло с суши, с южного направления. Видимо, наступать с севера мешала бухта или другие причины. Да, действительно, северный склон, слева на картинке, был плохо пригоден для сухопутных боевых действий, и там стоял Северный форт. Ранее это место называлось Телеграфной горой. По преданиям, на момент начала войны на этом месте существовал оптический телеграф. Вот только телеграф кого и с кем? И какая у него была ценность в условиях военных действий? Все эти вопросы так бы, наверное, и остались без ответа, если бы, как уже говорилось, не появились цифровые архивы с ослабленной цензурой. Благодаря им Севастополь XIX века начинает обрастать интересными деталями. Это гравюра неизвестного года и автора, но, скорее всего, она выполнена еще до Крымской войны. По крайней мере, разрушений на ней не просматривается. И имеет она интересное название «Севастополь». Вид с телеграфной батареи. Телеграфная батарея — это и есть батарея с Телеграфной горы или тот самый Северный форт. На предыдущей гравюре над Северным фортом действительно стоит какая-то башня. А что из себя представляет этот Северный форт сейчас? Можно констатировать, что остались только следы от существовавшей ранее большой крепости. Сейчас видны только остатки вала. Как видим, на всех фортах стоят обычные корабельные мачты. Для чего, если от плавсредств они совершенно далеки? Кто там спорил, что это не форт, а палуба корабля? Пожалуйста. И с мачт спускаются тросы, приходящие на опорные изоляторы, номер 3 на рисунке. И они соединяются с аксельбантом, который разматывают 3 персонажа.
Можно спорить про противооткатный трос, номер 2, но при существующем механизме фиксации и поворота орудия на площадке его присутствие почти бессмысленно. Но если он обеспечивает электрический контакт на пушку от некого устройства из подвала, тогда все становится ясным. Внизу форта есть нечто, что заставляет орудие испускать те самые электрические тороиды. А что там может быть в подвале форта? Что это за печи стоят внутри форта Николая? Неужели там надо было поддерживать тепло? В Крыму, да еще в галерее с открытым пространством. Ну, конечно же, нет. Это те самые ряды, которые и обслуживали урядники. Именно они и вырабатывали статический электрический заряд, если так можно выразиться, для стрельбы пушек тороидами. Маленькие дверки на таких, с позволения сказать, печах служили только для эксплуатации, никакое топливо в них не кидали. Заряд шел наверх по металлосвязям вкладки. Кстати, в той же крепости Керчь эти металлосвязи выходят на место аккурат к каждой пушке, причем по 4 штуки сразу. То ли этим усиливали стрельбу, то ли применяли резервирование. И путем несложной доработки такие печи превращались в обычные печи. Энергетика прошлого имеет те же свойства, что и сейчас, переход одного вида энергии в другой никто не отменял. Как вы уже, наверное, догадались, форта Николая уже нет. Совсем. Возможно, его нет еще с 1855 года. И тут, наверное, до многих начинает доходить, что пушки стреляли совсем не ядрами, а просто использовали их как расходный материал, и что за оружие превратило Севастополь в труху. Такую труху, что смотреть на старые фото вполне тоскливо. Попадание тороидов превращало камни в пыль. Сохранившиеся камни уцелели просто от того, что их повалило на землю волной. Трудно представить, что случалось в местах попадания тороидов в людей. Героизм защитников Севастополя действительно заслуживает высшей оценки. Следует добавить, что придворные фотографы специально делали фото, когда на месте убраны все ужасы войны. Может быть, ядра пирамидками были специально сложены для разнообразия сюжета. Старались для Ее Величества предоставить убедительный фотоотчет действий армии. Как уже писал где-то ранее, после зачистки мира от следов прошлой цивилизации данное оружие было искусственным образом забыто, хотя по своему устройству оно было намного примитивнее пришедших ему на смену оружия массового уничтожения нового поколения. И в ходе Крымской войны, и в частности в Севастополе, одной из целей союзных войск было уничтожить это оружие у своих визави. Видимо, это и было сделано, хотя и с большими потерями. Русские солдаты отвечали им тем же, но истории в который раз было неинтересно фиксировать корабли союзных войск, наполовину съеденные тороидами, как, например, здесь. Хоть корабли были и с резервированной паровой тягой, но мачты они имели, и эти мачты не совсем предназначались для парусов. А может даже, совсем не для них. Ну и вспомним ту самую картину бомбардировки Одессы. Но Севастополь был взят. От оборонявших его фортов и батарей осталось совсем немного. Только железные держатели тех самых мачт, как ни странно, сохранились. Чем это могло быть вызвано? Всё до банального просто: заземлённые металлические конструкции срабатывают как молниеприёмник. Шаровая молния, как и обычная, имеет те же свойства. Если бы защитники Севастополя имели рыцарские доспехи, жертв могло быть меньше. Но, увы, выжили в той мясорубке очень немногие. Как вы думаете, закончилась на этом энергетика прошлого, которую использовали в Севастополе для нужд флота? Совсем нет. Стрелялись и бомбились подобным образом по всему миру, и из-за такого пустяка держать Севастополь год в осаде союзные войска вряд ли стали бы. Наверняка город имел еще какой-то секрет. Но вот какой? Возвращаемся к официальной истории. Зачем защитники города до последнего держались на Малаховом кургане? Какой стратегической ценностью он обладал? Как видим, на момент взятия он не представлял ничего особенного. Обычный бастион.
Если была нужна высота для обстрелов города, то можно было с таким же успехом занять Северный форт. Акватория бухты с него простреливалась бы идеально. Тем более, что там находились удобные позиции Михайловской батареи и других фортов. Что там на заднем плане? Показалось. А это уже вполне реалистичная картина. Но вот только называется она интересно «Холм Малахов с остатками круглой башни». Остатки от башни, видимо, и есть то, что мы ищем, но только до башни ему очень далеко. Едем дальше. Ну, тут уже теплее. Мы видим, что на Малаховом кургане стояло нечто, похожее на большую круглую башню. Та же башня уже повторяется на картине другого автора. Похоже, выглядела эта башня именно так, или очень похоже. И здесь она повторяется, но вот только звалась она башней, а не фортом. Это значит, что она была гораздо выше, только в ходе боёв её половину уже снесли. Смотрим ещё. На этой обложке сборника иллюстраций от другого автора картин Крымской войны, художника Вильяма Симпсона, уже виден более конкретный контур той самой башни, стоявшей на громадной зубчатой стене. Но башня действительно разрушена. Увы, в свободном доступе и это удалось найти с большим трудом. На этом можно останавливаться, больше релевантных картинок этой башни нет. Чем же эта башня так заслужила то, что её пришлось не просто снести, но и искусственно забыть? Путём долгих поисков удалось узнать, что башню на Малаховом кургане частично разрушили уже в 1854 году. Что это было, акт вредительства или плановые боевые действия, узнать сейчас невозможно. На удивление, создателям истории они не смогли предугадать тот факт, что архитектурные объекты могли копировать в других частях света. И в данном случае, по иронии судьбы, нашлась гора Молоков со стоящей на ней башней. Нашлась, понятное дело, тоже в цифровом архиве третьего эшелона. Это сооружение находилось, да и сейчас находится, в городе Иена, земля Тюрингия, Германия. В 1896 году оно называлось «Башня Молоков» на одноименной горе. Сейчас, понятное дело, это просто гора, а башня стала башней Кайзера. Надо сказать, башен Кайзера в Германии более 100, и как будто Бисмарку было нечего делать, кроме как возводить в честь себя башни. Но это очень удобная версия исторических объяснений. Башню эту возвели, скорее всего, в память о тех событиях в Крыму. И не в контексте страны-победителя. По одной из версий, Германия в XIX веке была близким сателлитом, если не частью, Российской империи наряду с Австро-Венгрией. И колония Германии, Южная Африка, также была почти своей землей. Теперь взгляните еще раз на башню в Тюрингии и изображение башни Малахова кургана на картинках. А еще на храм-маяк, что на главном фото. Лично у меня есть все основания полагать, что башня в Германии есть точная копия той самой оригинальной башни из Севастополя. Но разве что некоторые вазы, корнишоны с карнизов убрали совсем или заменили на птиц. И купол, видимо, до конца возводить не стали. Такие сооружения без куполов не бывают. Ну все, приплыли. Хотя нет, не совсем еще приплыли. Башня башней, но при чем здесь энергетика прошлого? Снова возвращаемся к картинкам обороны Севастополя. На картине изображены доки для малых судов. Скорее всего, художник срисовал их с фотографии взятого Севастополя и при этом применил гротеск, представив, как эти доки выглядели до военных действий. Другим словом, на картине нет мусора, разрухи и добавлены рабочие. Фотография, с которой сделана эта картина, имеется в коллекции все того же Дэв Робертсона. Как видим, подставка для мачты на заднем плане тоже имеется. Обратите внимание на обведенное пролетное строение. Оно сохранилось почти идеально. Наверное, здесь тоже случай с заземленной железной конструкцией. Эта же деталь в точности прорисована на картине. А снизу устройство, которое подавало воду в док.
Даже органы управления задвижками сохранились и точно так же прорисованы на картине достаточно скрупулезно. Внешний вход в док был справа от пролетного строения, видно шлюзы и задерживающие воду устройства. Перепад уровня шлюзов и моря вполне значителен. Каким образом вода попадала в шлюзы? И попадала она явно откуда-то сверху. Земля в доке явно появилась недавно. Скорее всего, тороидами расстреляли стоявшие наверху некое сооружение, и прах от него осел вниз. А теперь попробуем сыграть в игру, как было, как стало, и запомним фото этого дока сверху. Под номер 1 упрощенно нарисован док, который мы рассматривали выше. А что за объект расположен на Малаховом кургане под номер 2? Да. Это тоже док, только для больших кораблей. Заход в этот док был через бухту, которая ныне бухтой не является, а называется Ушаковой балкой. И вокруг стоят огромные кораблестроительные цеха. Видимо, это как раз и хотели уничтожить. Собственно, энергетика прошлого не интересовала и саму Российскую империю. Эти технологические объекты развивались на ее территории самостоятельно, скорее вопреки, чем благодаря государственной политике. История появления самой Российской империи мало чем отличалась от политики колонизации европейскими странами стран третьего мира. В развитии технологий прошлого никто заинтересован не был. С конца XIX века в Российской империи начала бурно расти промышленность, и использование технологий прошлого стало выходить из-под мирового контроля. Это сильно раздражало сильных мира того. В начале XX века в Российскую империю вошел уже всем известный окрепший Третий интернационал, и что было дальше, все знают. Он окончательно уничтожил все объекты энергетики прошлого, хотя и под вполне благовидным предлогом всеобщего равенства и братства. Все было сделано по-умному, руками собственных полуграмотных граждан, без всяких союзных войск.